Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар и я Валентин Бахвалов. Сегодня с вами обсудим качели с ценами на недвижимость, так как эксперты спорят о том же, что произойдет с рынком недвижимости в 2022 году. Цены на квартиры в новостройках в 2022 году вырастут на 8-10%. Об этом сообщили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Одна из главных причин подорожания – продолжающийся рост цен на стройматериалы, полагают они. Прямо противоположного мнения придерживается глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заявил, что цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком. О том, кто прав в этом споре и что будет с ценами на жилье в следующем году, мы выяснили у экспертов. В июне 2022 года заканчивается программа льготной ипотеки, что станет негативным сигналом для рынка недвижимости, если власти не захотят ее снова продлить. Но без этого фактора главным риском для подорожания остается рост ключевой ставки Банка России, вслед за которым стремительно повышаются проценты по всем кредитам, включая жилищные. Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье, и оно растет в цене, пояснил депутат Анатолий Аксаков. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье сокращается, и жилье становится дешевле. Россияне могут извлечь выгоду из этой ситуации, уверен депутат. По его мнению, тут образуются качели, которые можно использовать в своих интересах. Кроме того, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу счетах, и распродавать жилье, соответственно. Будут стремиться быстрее, пока не подешевело, уверен парламентарий. Эксперты разошлись во мнениях о том, кто прав в этом споре. Глава Думского комитета и аналитики НКР, прогнозирующие рост цен. Впрочем, как утверждает Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями, как ни парадоксально, но оба мнения могут оказаться верными. Для новостроек вопрос не в том, что вдруг резко подорожали стройматериалы и расходы на зарплаты. Так было весь текущий год. Ориентировочно, что в этом году прибыль девелоперов может достигнуть 3 триллионов рублей. И, разумеется, застройщики будут пытаться удержать эту доходность с объектов, которые они получили с момента объявления льготной ипотеки на новостройки. По факту же растущие ставки по ипотеке, обнищание населения и падающий из-за этих факторов спрос будет либо заставлять застройщиков корректировать цены, либо выводить на рынок минимальный объем жилья, что может им аукнуться в дальнейшем, поскольку нужно будет как-то рассчитываться по кредитам банкам, выданным на проекты застройки. Вероятность того, что цены в новостройках сильно просядут, достаточно небольшая, но и резкого подъема здесь ожидать не стоит. Наиболее вероятный коридор движения цен, по словам эксперта, до 5% в обе стороны, если не скажется фактор девальвации рубля из-за геополитических факторов. При негативном сценарии ставка по кредитам может легко дойти до 13% годовых, и по таким ценам люди просто не вытянут покупку. Срок кредитования и так дошел до 23 лет. В годовом выражении темпы роста цен на рынке новостроек в 2022 году снизится до уровня инфляции, или чуть выше, считает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам группы компаний «Гранель». По нашим оценкам, квартиры на первичном рынке в столичном регионе подорожают на 5-7%. Покупательская активность сохранится. Этому будет способствовать и улучшение ситуации в национальной экономике. По итогам третьего квартала темпы роста ВВП составили более 4%. Это будет подталкивать спрос на первичное жилье. В новом году средний уровень ипотечных ставок может достичь 12%, но их увеличение частично нивелирует семейная ипотека и субсидированные программы банков и застройщиков. В этом случае сниженная процентная ставка предоставляется на весь срок кредитования во всех продуктах, напоминает эксперт. Цены на жилье росли 2 предыдущих года и сейчас находятся на максимуме, говорит Валерия Русакова, коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс». Предпосылок для такого же бурного роста в 2022 году нет. Напротив, спрос на жилье постепенно снижается. Многие уже успели реализовать покупку по льготным ипотечным программам. Рост замедляется до инерционного. Кроме того, покупательская способность падает, отмечает эксперт. В 2022 году жилье вырастет в цене примерно на 10-15%, считает Александр Гутеров, коммерческий директор группы компаний «Страна Девелопмент». По его словам, на стоимость жилья влияет отнюдь не только действие ЦП по подъему ставки, но и многие факторы: затраты на строительные материалы, рабочую силу, сроки строительства. Рост цен на жилье неизбежен, как бы ни старались застройщики субсидировать ипотеку, на рынок все равно будет давить высокая инфляция, добавляет Андрей Насонов, руководитель департамента ипотечного кредитования ТРС Групп.
Возможно, в январе цены продержатся на текущем уровне, однако далее они начнут расти. Инфляция способствует повышению себестоимости строительства, куда входит стоимость рабочей силы, которая дорожает, в том числе из-за сложностей с закрытием границ и оттоком мигрантов. Она подстегивает цены на стройматериалы и на землю. Эти факторы никуда не денутся, поэтому снижение цен в ближайшем будущем ждать не приходится, уверенно. Делитесь вашим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А с вами была команда Юпитер Стар и я Валентин Бахвалов. До встречи в следующих видео. Юпитер Стар.